нас, собственно, дырка в поршне первого цилиндра. Так, друзья, разобрали мы двигатель полностью. Запчасти начали готовить уже к сборке. Промерили коленвал. Коленвал у нас в стандарте, в хороших размерах. Моем, подготавливаем все. Также мы промерили блок. Выступ гильзы промерили. Все хорошо. Также промерили посадочное под вкладыш коренные коленвала. Почистили, подготовили мы его к сборке. Пришли нам новые запчасти. Часть запчастей везет клиент, часть запчастей мы будем приступать к сборке. Вот эти все запчасти у нас идут под замену. Корпус помпы, помпа, маховик, гильзы, кольца и так далее. И два поршня. Один поршень прогоревший, один с трещиной. Все, мы моем, подготавливаем и начинаем сборочку. Распаковали мы гильзы, приготовили их, смазали специальной смазочкой, которая идет у нас в комплекте. Тут мы установили резиночки, также их смазали. Устанавливаем гильзы на свои места. Гильзы установлены. Теперь переворачиваем блок, устанавливаем коленвал. Все, блок перевернули, откручиваем коренные шейки, промываем, продуваем, прочищаем и устанавливаем новые вкладыши и коленвал. Помыли, мы продули коленвал, прочистили каналы, все везде продули. Подготовили мы бугеля блока, установили мы вкладыши в блок, в постель коленвала. Продули места под болты в блоке, чтобы там не было никакого масла и жидкости. Смазываем вкладыши, устанавливаем коленвал. В последнее время самый распространенный комментарий: чем вы смазываете вкладыши. Увидели, то есть на новых видео, где я снимаю, у нас вот такая красная смазка. То есть, да, это это монтажная паста для сборки двигателя, то есть это не реклама. Это просто для тех, кому интересно, чем мы смазываем. Вот такая монтажная паста. Можете вбить в интернете монтажная паста и любую выбрать. Не обязательно этой фирмы. Фирму я спрятал пальцем, чтобы не звучало это как реклама, так сказать. Для чего мы начали пользоваться такой? Начали пользоваться для двигателей, которые шли у нас на склад. У нас вон там находится склад двигателей, где хранятся двигатели после сборки, после замены вкладышей и так далее. Они там стоят иногда годами, то есть год, полгода и так далее. Эта паста подходит для консервации двигателя на срок до 5 лет. То есть именно для этих целей. Так, коленвал у нас установленный. Устанавливаем бугеля блока цилиндров. Затянули мы коленвал 300 ньютон-метров. Установили шестерни. Установил масляный насос. Старый масляный насос в хорошем состоянии, его ставил на месте. Установил шестерню
ГРМ 6 коленвалов сзади. Подготовил кожух, нанесли герметик, устанавливаем. Распаковали мы новый маховик, установили в него новый подшипник. Устанавливаем маховик на свое место. Маховик мы установили, затянули заданным моментом. Теперь мы переворачиваем двигатель и ставим его на кожух маховика. Ну вот, друзья, мы поставили двигатель в таком положении на кожух маховика. Подготовили мы поршня. Помыли, почистили, продули, установили шатуны. В шатуны установили вкладыши. Смазали. Теперь устанавливаем их в гильзы. Естественно, мы разводим кольца. Некоторые думают, что мы их не разводим даже, не промеряем ничего. Все это мы делаем, просто я не вижу смысла это озвучивать, так как и так все понятно. Те, кто собирает двигатели и учится, если на моих видео, то должны понимать эти мелочи и сами должны это прекрасно понимать. То, что надо разводить, то, что надо замерять, промерять и так далее. Гильзы и кольца смазываем маслом по старинке. Длинная со стороны топливной системы. А на поршне будет метка вверх, стрелочка. Это опять же тем, кто, если вдруг не знает. И затягиваем 100 ньютон-метров и 90 доворот. Установили мы поршня. Все
Поршня у нас установлены. Шатуны затянуты. Установил я также масляные форсуночки. Установлен масляный заборник, поменяв резиночку здесь. Также поставил привод из коммуфта, поменяв сальник, который находится вот здесь. И резиночку новенькую. Теперь ставим поддон. Нарезаем седло. То есть седло мы установили новые. Делаем фаску. Итак, седло мы прорезали. Замеряем выступ. Везде он должен быть одинаковый. Вот так вот у нас теперь седла эти выглядят. Прирезанные. Все, достаем отсюда клапана, отправляем в мойку нашу головку. Сполоснем, продуем от стружки. Будем притирать и собирать. Помыл головку, продул от стружек. Притер по разу клапана. Все говорят, что не надо притирать, но я все равно притираю, проверяю себя, чтобы было прилегание хорошее. Пуск, выпуск притерли, ну, по разу пробежался, нормально. Клапана все установлены, все новые. Переворачиваем, устанавливаем маслосъемные колпачки, собираем головку засухариваемую. Надели маслосъемные колпачки, засухарили пружины, установили коллектор. Так вот мы собрали двигатель, перед. Установили навеску с этой стороны. Установлен поддон.
Так, установили мы головку блока цилиндров, затянули ее 150, 300 и 3 раза 90. Устанавливаем новенький жгут, оригинальный, форсуночный жгут. Установили вкладыши, смазали их, укладываем распредвал. Так, коромысло, мостики, все мы установили. Естественно, перед установкой распредвала мы выставили метку ОТ. Вот так вот она. Видно сейчас. Вот здесь вот меточка ОТ. Также выставили меточку распредвала. Вот таким вот образом. И теперь регулируем клапана. Затем поставим топливные форсуночки. Перекрытие первого цилиндра. Регулируем шестой. И ставим форсуночки, закрываем клапанную крышку. Так, друзья, у нас форсунки установлены, клапана отрегулированы. Устанавливаем клапанную крышечку. Далее мы накидываем проводку. Ну вот, двигатель мы собрали полностью. Проводку, блок управления двигателя, все поставили на свои места. Двигатель собран. Отдаем его на установку на СТО. Если позовут, попробую снять первый запуск. Если нет, хотя бы покажу его работу, потому что проверять его буду в любом случае. То есть как он работает на машине. Вот. На этом сборка двигателя окончена. Всем пока.